Привет. Элли. Боже, зачем так пугать? Я стучался, но... Ну, Что? что такое, Джоэл? Просто зашел. Люди... Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им помогаешь. Хорошо. Ага. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться. И он рассказал мне шутку. Я хотел рассказать тебе. А, черт, забыла я. Что-то про часы. Как же там... Джоэл, уже, поздно, а мне вставать через пару Да, часов. да, я понимаю. Я сейчас оставлю тебя в покое. Только покажу кое-что. Подожди, секунду. Что это? Некоторые называют эту штуку бревном. Смешно. Сыграть тебе? Давай. Хорошо. Обещай мне, что не будешь смеяться. Я не буду. Не буду. Я тебе верю. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I've not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for anymore. 'Cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me. Я еще давно прошла 2 части The Last of Us и почему-то так и не сделала ни одного ролика. Был, правда, один по нескольким фрагментам, однако полноценных пока что не было. Будем исправляться. Для кого-то мой игровой путь не станет уж слишком большим, однако за несколько лет я уже много что видела, много кого изучала и могу с уверенностью сказать, что лучшей игровой связки, чем Джоэл и Элли, я не видела никогда. Опять же, возможно, это мои личные переживания. Возможно, это лучшая игра персонажей, которую я когда-либо видела. Думать об этом не имеет значения, так как для меня это все же лучший дуэт, который только был. Здесь смешалось все, что только могло без романтических взаимоотношений с сексуальным подтекстом. Это история о маленькой семье, которая долго и болезненно появлялась на свет и прошла все испытания во время сюжетной линии. Для тех, кто уже забыл или кто не знал, я расскажу лишь важные фрагменты. Джоэл является главным героем первой части, в то время как Элли второй. В мире начался зомби-апокалипсис,
Фрэнсис, и Джоэлу предстояло контрабандой, так как он контрабандист, доставить маленькую девочку из пункта А в пункт Б. В самом начале у него умирает родная дочь, и после нескольких лет начинается наша история. Маленькая Элли не была покладистым ребенком. Уже с детства она понимала, что мир, окружавший ее вокруг, не состоял из пони и бабочек. Все действительно было очень серьезно. Элли уже потеряла любимую подругу и родителей, и теперь ей предстояло отправиться в опасное путешествие вместе с Джоэлом. Однако Джоэл тоже не был ангелом во плоти. Вместо того, чтобы быть снисходительным к маленькому ребенку, а особенно к девочке, он стал всячески защищаться от нее и не открывался какое-то время. Я заметила, что на самом деле Элли поначалу была очень мила, однако в какой-то момент все меняется, и если проследить за диалогами, то именно Джоэл сделал ее более грубой. Он изначально относился к Элли, я бы даже сказала, вражде, однако после они поменялись ролями. Джоэл стал еще больше и больше оберегать Элли как отец, а Элли, в свою очередь, помня, как Джоэл с ней разговаривал в начале, стала хамить, и ее характер превратился в характер агрессивного маленького мальчика. Конечно же, по пути накладывались происходившие события. То мы встречаем товарища гея, который вообще ненавидит всех вокруг себя, то мы попадаем в какие-то подвалы, где нас пытаются покусать все, кому не лень. За это время Джоэл уже полностью привыкает к Элли и пытается перебросить на нее свои отцовские чувства. При этом Элли крайне отличается от его родной дочери. Элли говорит следующую фразу. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. и я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Тем самым показывая свою большую независимость, как ей кажется, конечно же. Как бы Элли о себе не думала, она все-таки была маленьким ребенком, а особенно в той среде, в которой они находились, любой должен был оберегать ближнего, независимо от его роста, веса и возраста. Я помню 3 самых тяжелых разговоров, и оба из 2 частей. Первый, и для меня он вошел в список самых драматичных моментов, это когда Джоэл решил отказаться от Элли и передать ее Томми, своему брату, чтобы он уже продолжил с ней путь. Элли всячески отказывалась, умоляла, просила, говорила, что не хочет. Однако Джоэл был непреклонен. Я отдаю должное дубляжу. Без такого прекрасного дубляжа я бы не испытала тех эмоций, которые заставили меня поверить, что все происходящее на экране – реальность. Не сам разговор был тяжелый, а момент после, когда они ехали на лошади, и Джоэл плелся сзади. Вот тут у меня сердце разорвалось в первый раз. Второй момент был уже во второй части, когда Джоэл рассказал Элли правду про ее, можно сказать, похищение из больницы. Я могу понять обоих. Одна знает, что она единственная на планете, кто может спасти всех. С другой стороны, Джоэл тоже был прав в том, что это не могло сработать на 100%. Во-первых, кому-то бы все равно не досталась вакцина, или она бы не сработала вообще. Возможно, именно в Элли были антитела, которые позволяли ей пережить все укусы, а в другом теле они бы не смогли прижиться. А может, она бы умерла, а может, не умерла, а лежала бы в коме, и на месте Джоэла я бы сделала то же самое. Правда. И тут разворачивается мрачная картина, когда, можно сказать, самые близкие друг другу люди на какое-то время перестают пересекаться. Элли в силу возраста, конечно же, принципиально, упрямо и достаточно справедливо, учитывая, что она сама хотела умереть за всех. Она знала, на что идет, ее ничего не смущало, но Джоэл все-таки решил сделать все по-своему. Плохо ли он поступил или хорошо, каждый решит для себя сам. Для меня он поступил, как должен был поступить человек, у которого есть почти родная дочь и которая должна была умереть. Третий момент, конечно же, уже в конце второй части, когда показывают воспоминания последнего диалога Элли с Джоэлом. И благодаря прекрасной сценарной, анимационной, художественной и всей работы студии я впала в минутную депрессию. Это скорее была пустота, в которой мне нравилось находиться и переосмысливать происходящее на экране. Отдельным пунктом хочу выделить смерть Джоэла. Во-первых, это было крайне неожиданно. Во-вторых, я была в шоке, опять же, от прекрасной работы дубляжа. И когда Элли начала кричать в надрыв, я так испугалась. Я не могла оторвать глаз от экрана. Мне было странно, больно, тяжело. Я не понимала, что происходит и почему это происходит в начале игры. Меня уничтожили наповал. Я была раздавлена, и, поверьте, не на такую историю я рассчитывала. Несмотря на такой аффект и ссору с Джоэлом, Элли превращается в настоящего берсерка и потрошит всех в мясо. Месть действительно страшная вещь, особенно когда ты мстишь за единственного близкого
близкого человека, который у тебя был. Да, у тебя есть любимая женщина, но Джоэл был настоящим отцом, и при этом он не переходил границы. Сколько бы я ни смотрела на них и не изучала диалоги между Джоэлом и Элли, не было только семейных взаимоотношений. Скорее, это были очень и очень близкие друзья, однако Джоэл все-таки относился к ней больше как к дочери, в то время как Элли относилась к нему как к наставнику. Она могла спросить у него советов, в каких-то моментах быть более откровенна в разговоре, чего, например, дочь не могла бы себе позволить со своим родным отцом. И здесь действительно есть разница. Могу сразу сказать, меня сильно зацепил визуал, дубляж и использование киноприемов. Предположим, кат-сцены были бы поставлены, как, например, в Horizon или Death Stranding, и это уже был бы полный провал. Предположим, студия взяла бы за основу постановку камеры в кат-сценах, как в Uncharted, и это опять было бы не то. The Last of Us крайне мрачный, депрессивный и серьезный проект. Да, здесь есть мимолетные шутки, однако это больше мини-сериал или кино, чем игра. Во время прохождения у тебя нет ощущения, что это детская история или ее придумали подростки для таких же подростков, чему я, конечно же, рада. Сухость в диалогах, ощущение реальности в разговоре между Джоэлом и Элли показало нам, как именно люди разного возраста и пола могут сближаться, каким образом они становятся семьей и как преодолевают трудности. Как мы прекрасно видим, то Элли спасает Джоэла, то Джоэл помогает Элли, и таким образом они дополняют друг друга. У них была общая история, которую они наблюдали и в которой участвовали, что сделало их отношения еще более крепкими. И как бы они ни ругались, во второй части она слетела с катушек, и мы прекрасно видим, что как бы ты ни мстил или не хотел мстить, в конце ты все равно останешься у разбитого корыта. Буквально на днях я смотрела сериал «Чикатило», и все родители ждали его казни. Они все желали его смерти, да, абсолютно, конечно же, заслуженно, однако боль ты все равно не заглушишь, потому что своих детей ты уже не вернешь. Здесь такая же история. Сколько бы Элли не плакала, не била себя кулаком в грудь, не отстреливала бы головы врагам, она никогда больше не вернет Джоэла. Как она жалела, что не поговорила с ним после ссоры. Сколько она еще хотела бы провести вечерних бесед на крыльце. А теперь все. Элли понимает, что она одинока как никогда. Да, у нее есть опять же ее семья, однако Джоэла больше нет. И никогда не будет. Когда тебе показывают воспоминания, как Элли представляет, что летит в ракете, Джоэл так счастлив, что она счастлива. Он пытался радовать ее, как ребенок, любыми мелочами, которые только смог отыскать в этом богом забытом месте. Как бы она ни пыталась показать всему миру, какая она сильная и жестокая, Элли всегда была лишь ребенком для Джоэла. Маленькой девочкой, которая всегда нуждалась в поддержке, которая всегда была одна и которая не понимала, как жить свою жизнь. Как бы парадоксально ни звучало, но иногда люди, которые по крови не имеют с нами ничего общего, гораздо роднее нам, чем наши близкие, потому что мы выбираем их сердцем, а не навязанными обязательствами. Таким выбором сердца для Элли стал Джоэл, а для Джоэла стала Элли. Вот так вот. Ну, не так уж и плохо. Ну уж как умею. Она твоя. Нет. Нет, 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 я же не знаю, как на Я ней же играть. обещал, что научу тебя играть. Обещал. Ну так что, завтра начнем? Ладно. 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 Ты вспомнил ту шутку? Почему от скуки хочется разбить часы? Чтобы убить время. Глупость какая. Ага. Спи, малышка.